Ты в итоге ему помог? Да. Есть. Я ему музыку принесла, хотите? Музыку. Что за музыку принесла? Колонку принесла. А? Колонку. Турецкую? Нет, какую хотите. Сейчас включим. Ребята тут балконные окна моют. Так разводы кое-где остались. Так дотирай. Все дотрем. А кому фотоотчет, что ли, посылает? Нет, там резинка неплотно лежит на этой. А, На дверке на этой. Его сейчас моешь, вот прям от верха видно будет. Даже так закрываешь, защелкиваешь. понятно. Ладно. Что, вам включать что-нибудь? Не надо? Hello, привет. Привет. Guten Morgen. Eline bari fırça al da. Yapıyormuş gibi yap da. Ha? Eline fırça al. Ha? Böyle yapıyormuş gibi ha. Yardım et yani. Alex. Şimdi böyle. Neşeli keyifli ol. Komik Eray neşeli keyifli ol. And always I am neşeli, komik. Of course, of course. Yes. Ya. Don't make me sad. Ya. Aslı. You are making me sad. В общем, мы отсняли для вас мукбанг, и пока мы уже на завершающей стадии были, последние прощальные слова вам говорили. Звучит так страшно, да? Нам принесли молоко. Сегодня я его налила без разливания во все стороны. Вот. Подруга научила деревянной лопаткой его перемешивать, чтобы оно не пригорало. Я так и делаю. Яйца фермерские нам принесли. Яйца я все помыла. И теперь складываю в ведерко. Увидела, кстати, такой способ хранения у моей подруги турецкой. Вот, в эти ячейки яичные не помещается все. Поэтому часть я храню в ведерке, вот таком небольшом, из-под йогурта. Раньше йогурт покупали, а сейчас, конечно, делаю все сама. Заквашиваю сама его. Сейчас молоко у меня остынет. Сейчас время 8. Где-то через минут 20 оно у меня закипит. 8:20, 9:20, 10:20 оно у меня остынет. 10:20 плюс 8 часов. 6:20 утром, короче, будет готово. Вот. И вы мне порекомендовали замачивать гречку в кефире. Ну, поскольку у меня йогурт довольно густой, я буду разбавлять его водой. И таким образом у меня получится кефир. Буду замачивать и кушать гречку. Вот. Такие дела у нас. Мишута, давай, все равно время терять не надо. Садись и переписывай, пожалуйста. Возьми лист, аккуратно, красиво. Пожалуйста. Как последний лист? А куда ты 10 дел? Не знаю. Иди ищи, есть. Я когда выкинул бумажку, я не знаю. Ну тогда пиши в обычной тетради. Все, иди. Давай, садись. Тебе усянусь дома, я за чистую тетрадку. Что я делаю, как вы думаете? А я буду квасить йогурт. Рука болит ужасно. Поставим сейчас. Пс. Пс. Опс. Так. Я через ситечко наливаю молоко, потому что мои не любят пенку. Пенку хоть я всю и шебуршала, как меня подруга научила, но она все равно осталась. Поэтому я через воронку, через пенку, вот таким вот образом наливаю молочко в банку. Оно у меня уже остыло до нужной температуры. И продолжаем. Хотя можно, наверное, ее куда-нибудь... Потом в блинчики можно пустить. Блендером поблендерить. И приготовить вкусненькие блинчики, оладушки.
Вот, я уже вытащила йогурт из предыдущей партии. Так, это помидорчики остались. Йогурт вытащила, сделала его комнатной температуры. И теперь наливаю молочко. Работаю практически одной рукой. Вторая рука прижата. Упс, хватит. Все. В общем, второй рукой не шевелю, потому что капец, как она у меня болит после прививки. Вот. Вторую баночку сейчас заполню и буду квасить. Доброе утро, Алексей. Доброе утро, Ольга. Куда с утра пораньше собрался? Расскажи зрителям. Жена сказала, иди гуляй. Нет, говорит, что ты дрыхнешь, почему не гуляешь? Мне вчера жена сказала, что у нас в квартире места мало. Я валяюсь, я сегодня гулять не иду, потому что меня ждут 4000 шагов опять в больничке. Но нет, сегодня мы ж только на УЗИ, хотя, может, и к доктору попадем. Короче, я не знаю. Мы сейчас чуть-чуть попозже поедем с Олегом и с другом нашим в больничку на УЗИ. Потом хорошо было бы к доктору попасть. Все анализы уже готовы, Олежкины, осталось только УЗИ. Вот. Поэтому я сегодня гулять не иду. Друг наш тоже не идет гулять. Пойдем с тобой завтра. Угу. Удачной прогулки. Ой, пока. А я видео помонтирую. И сейчас буду его закидывать на канал для зрителей. Мы опять пришли в институт. Мерси. На УЗИ. А здесь, я так понимаю, кровь люди сдают. Когда мы здесь были в прошлый раз, 4000 шагов накрутили. Посмотрим, сколько будет сегодня. Мы ожидаем своей очереди на УЗИ. Ну, что-то долго сидим, ждем. Мимо нас возят людей. Вон человек лежит на кушетке. Олег тоже сидит. Олегу сделали УЗИ. Профессор делал ему УЗИ, очень так профессионально работал. По-английски с Олегом общался. А ты руки вытирал? Ну да, я мыл. А, хорошо. Приятного аппетита Олегу. Он был натощак, поэтому мы с другом пришли в кафетерий, чтобы накормить Олега. Сидим, ждем. И друг еще хочет зайти к доктору, пообщаться с ней еще раз. Вот такая здесь кафешка. Цены вполне приятные. За 2 пирожка с сыром я заплатила 4 лиры всего. Тут и супы подают. Вот написано чорба. Семиты. Пача. Гюзлеме. Ну, короче, вполне себе сносный буфет. Ничего, съедобно. Приятного аппетита. Друг сидит, тоже ждет. Вот она, набережная сегодняшняя.
Миша велосипедист. Почти никого нету. Вон одинокий плавающий. Здесь вот люди сидят на этих. Это еще я утром видел, что вытащили наш спуск в море. Куда туда? Зачем нам туда? Нам вот отлично, море стало лучше, чем было. Мне больше нравится. Грибочки стоят. Самое главное. Сегодня трактор, вот эта колея от него осталась. Убрал вот эту штуковину. Пойдем искупаемся. Народ вон там купается. Вода сегодня тихая-тихая. Классно. Мне нравится такая погода. Мне нравится, что эту штуку убрали. Она как прыщ уже последние дни торчала. С нее никто... Мы только вчера покупались, побаловались, а так обычно она стоит пустая. Никто ей не пользуется. Все, мы накупались. Сегодня хорошая вода. Сперва что-то показалось, как будто прохладно, что ли. Но нет. Замечательная вода. Теплая, чистая очень. Опять пожалели, что не взяли маску. Ну ладно, пойдем домой. Там еще надо по учебе. Олегу позаниматься, кстати. А Миша молодец. Миша сегодняшнюю задачу выполнил, но он сейчас хочет еще сделать математику на завтра. Специально проехал мимо Шока. Весь товар на улице выставлен. Видно, полки внутри пустые, вход закрыт. Закрыт товарами. Все, Шок тоже не работает. А101 и Шок закрылись. Ближайшие магазины, вот куда я еду, это Шок, Бим и Мигрос. Не очень далеко на велосипеде ехать быстро. Бежался по Шок, Бим и Мигрос. Рядом находятся они. 34,90 вот стоит бонфиле. Это грудка очищенная. В Шоке 33,90 в Биме и 39 и 40 рублей лир в Мигросе. Пойдем обратно в Бим. Итак, я сгонял весь по магазинам. Мама Оля уже кинулась в бой. Вырезает нужные ей на рецепт части курочки. В общем, курица целиком стоит 15,90 за килограмм. В лирах, естественно. А отдельно грудка, здесь называется бонфиле, стоит 33,90. И это самая дешевая грудка в Биме. А в Шоке она стоит 34,90. И мы решили, что окорочка нам тоже пригодятся. Да, в итоге мы купили курочки, и она разделилась на окорочка, грудки и крылышки. А вот крылышко, кстати. Вот теперь несколько пакетов, они все раскладываются. Так, Да. также я вот смотрите, я срезаю вот эту железу сразу, чтобы потом она не донимала меня. Ее выкидываю, а вот эти части делю вот так пополам. Получается грудная костлявая часть и бедерная костлявая часть пойдут потом когда-нибудь на жаркое. Вот так. На жаркое. А окорочка тоже рецепт какой-нибудь поищем. Крылышки будут у нас. В общем, 4 курочек сейчас по частям все вот так распределю. И буду на различные рецепты использовать курочковые части. Курочковые части. В общем, держитесь. Что тут еще? Я заодно купил гречу. Видите, прям написано гречка. Гречка в Мигросе стоит, где-то у меня записано, 27,95 она стоит. Дорого, но деваться некуда. Да. Я, кстати, можете меня поздравить. Хейтеры можете расстроиться, а те, кто нас любит, можете порадоваться. Привела сахар в норму. Мой сахар на сегодняшний день 5,2. Вот. Благодаря гречке в том числе. Гречки в том числе, да. Но в первую очередь благодаря характеру и чего там еще? Сила воли. Сила воли, точно. Чуть не забыл. Нет. И еще в Мигросе я купил бутылку 5-литровую масла, наверное, подсолнечного, по 61,90. Это недорого, потому что до этого 64,90 самое дешевое попадалось масло, в Бимик тоже.
Сейчас самый дешевый в Мигросе, там акции на него. Так, это я сказал, это все в Мигросе 89 лир. Я рассказал про них. Здесь у меня чек на курочек. Так что ты расплываешься по 15,90 я их приобрел. А, еще я купил пачку соли по лира 25. Булгур 5,90. Булгур здесь в Турции дешевый, в отличие от Да, России. да, И да. он тоже, как оказалось, мы в России даже ни разу и не брали этот булгур, а сейчас от друзей я узнала, что этот булгур очень-очень рекомендован наравне с гречкой, даже, наверное, лучше, чем гречка. Рекомендован для диабетиков. Он совершенно не содержит в себе сахара. Вот. Грушка у меня вот такая. Так, что-то еще я покупал. Купил так, кура здесь тоже в чеке. Немного огурцов на 2,20. Не И было выбора, яблок что ли? на 6,60. А? А? Огурцов выбора не было? Огурцов, да, выбора не было. Элмаз Старкинг называется у них. Вот, во всяком случае, в чеке так она называется, но на прилавке она называется у них яблоко Гала. Роял Гала, наша российская Роял Да, Гала. да, да, вот она. Миша уже одно волок, уже хрумкает. Сейчас тоже отведаем. И все. Больше ничего я не купил. Но список, все, что мне написали, я выполнил. Я молодец. Олегу приятного аппетита. Олег, все в посудомойку Спасибо. закинешь, хорошо? Да, все сделано. Я приготовила мантышки. Это мы оставили на мукбанг. Или придем снимем, или завтра снимем. Кто это? Здравствуйте. Это пчел. Улей рядом теперь у нас. Блин. Мы пойдем сейчас к соседям, к нашим. Вот, не к друзьям. К друзьям я уже сходила, тарелку мантов отнесла, а сейчас мы пойдем к другим соседям. Им надо кое с чем помочь. Будем там ворочать замерительные эти. Ты взял, да, с собой, Леш? Бери тарелку, пойдем. Так, а лифты работают в Б-блоке? Мы первый раз вообще в своей жизни, лично я. Ты был тут? Не работает у них лифт. Готов ли ты так идти в гости, героизм свой проявить? Фух, слава богу. А то я уже думала, домой пойдем. В общем, мы первый раз в Б-блоке. Тут тоже у них VC есть. Тут тоже немножко другого цвета, да, у них диванчики? Почему-то в Б-блок приносят фатуры. Ну, мы даже не ищем свою фатуру. Пусть будет. Мы этот... А здесь только бэблошные. Бэблошные? А наши где? Что это бэблок? А наших... А нам? Ну ладно. Пойдем в гости. А лифт у них такой же, смотрите, тоже. Бурдж-Халиф. Бурдж-Халиф это? Бурдж-Халифа, да. Только зеркальные. У нас кнопки на той стороне, а у них на этой стороне. Да? Ты зря ходишь в лифте во время движения. А что? Может заклинить. Понятно. А здесь плитка белая. Я, конечно, первый раз такое вижу. Да. Я вообще в принципе первый раз в Б-блок зашла. Белая плитка, черная столешница. Интересно. И ручки, смотри, цветочки другие, да? У нас серые, а у них цветные. Прикольно. Ой, Леш, помоги. А подушки тоже под занавески ты, да, привезла эти? Или ты только чехлы привезла? Чехлы? Ага. Меня не снимай. Тебя не снимай, хорошо, тебя не снимаю. Подошли, да, занавески, все хорошо? Размер. Здесь потолки кривые. Посмотри, это вот как. А А, дальше на полу лежит. На полу лежит, да.
Наверное. А там в той комнате наоборот, одна вот ничего, а вторая сильно высоко. Ага. Пришлось все распарывать. Понятно. Такая же на балконе, да? Плитка такая же. И у них на одном балконе нету кранчика. Вот этот кран... Ой, он что, автоматом включается? Я нажал. Ты нажал. Кнопка там. А здесь вид другой немножко, смотри, на бассейн. Ну да. Здесь больше гор, да, вот у вас Да. балкон. А вот это что, Ирайбей сидит, что ли, у нас? На балконе. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, это этажом выше. 6-й этаж. Нас видится, когда я сижу в двери, да? Тебя видать, да? Да, ну теперь это самое. Не чесаться. Море. Не чесаться, да? Голым не ходить. Этот, море здесь тоже хорошо видно, да? Ну да. Ну, видно, ну, похоже, конечно, чем у вас. Не, ну все равно достаточно много. Вот этот вот да, треугольник, вот это так, все да. море. Ага. Зато Эрдемли, смотри, как на ладони. Эрдемли, да. Что да, туда днем-то вообще красота. Ага. В следующий раз сюда приеду, бинокль привезу. У меня есть дом бинокль. Чё он пылится дома-то. Дома-то кого там? А здесь, да. Шикарно. Да, можно в окна заглядывать к соседям. Соседям может быть типа газели. Раскладывается диван? Да. Спальное место делается, да? Ага, Ну, здорово. видишь, здесь небольшое. У нас там уж спинка-то высокая. Ага. Получается, диваны большие, а здесь-то она маленькая. Угу. Понятно. Вот это тоже. О, вот это истыкбал, прикольно. Тоже прикольно. Турецкий за 30 дней? Классно. Вы где такую взяли? А? В Раменском. Серьезно? Прикольно. В прошлом году Здорово. Я думаю, самое интересное, чтобы они туда летали. Короче, ты вот сюда хочешь полки, да, я так поняла? я вообще хочу стиральную машину туда поставить. А здесь сделать. полки, чтобы они Да, закрытые были, получится, правильно, не да. получится. Угу. Ты выключил? Нет, снимаю. Операция перестановка стиральной машины у соседей Я началась. не решился сам, потому что у меня руки еще сломали. В общем, соседка хочет сюда полки сделать, а в открытое пространство переставить стиральную машину. Так, почти хватает или хватает. Угу. Теперь, получается, надо вместе это все, да? Туда, да. Ну, как у нас это. Так. Вот там-то они, наверное, не провязаны. Как Надо. Почему не пролез? Снизу. Перестановочно-измерительные работы закончены, да, Алексей Николаевич? Теперь мы присели за стол. У всех пиво, у меня вода. Я пью полезные напитки. И вообще... Ну, тоже полезные напитки. Да, вот тоже полезные напитки. Жидкий хлеб, да? полезные. Здесь Студенческий класс вкусняшки еще это называлось у нас, когда из Российские. России. А вот это в сыре, что ли, колбаса? Да. Ничего себе. Ничего себе. Чипсы, манты я приготовила. Сейчас будем пробовать все есть.